Мы снова встречаемся на нашей кухне, потому что балкон еще до сих пор не согрелся, наоборот, еще больше остыл. И зеленая комната вас приветствует на своей кухне. Надеюсь, сегодня вам все понравится, потому что пересадка у нас очень большая. Здесь присутствуют также новинки и куча ящиков и горшков с землей, потому что растения все различные. Кто-то пойдет в минеральный грунт, кто-то в простой грунт, кто-то пойдет в кактусовый грунт. То есть приступим к работе. Шеф. Я готов. Готов. Я тоже готова. Начнем. Значит, этот я давным-давно обрезала, ребят. И вот он у меня стоит, и стоит, и стоит, и стоит. И я решила его посадить в лечузу и посмотреть за ним. Или часть я посажу в простую землю. Ну, как простую? Грунт. Специальный грунт для комнатных растений. Универсальный. А часть посажу в лечузу и посмотрим, что ему надо. Это филодендрон, Pint Lady, который по моим видео вы можете посмотреть и увидеть, сколько это все стоит. Вот. Ну, он у меня уже перерос сильно, и я решила его посадить в эту воду. Но он постоянно воду меняла, но толку нету. Вот какие-то корешки такие вот необыкновенно маленькие выходят. И вот несколько раз я подрезала, потому что вот это гниет. И обрабатывала, и подрезала, и все. Ну, не было пока шансов его укоренить. И я думаю, что мы его укореним сейчас. Попробуем в разных ракурсах. Вот тут вроде не гнилые, а эти пойдут в лечузу. Вот такие вот корешки. Ну, он растет, он вверх растет, листья он новые дал, можно посмотреть. Ну, пока безуспешно укоренение. То есть мы берем вот такой вот горшочек небольшой с фитильным поливом, заполним лечузой. Ну, это как Вот. это фитильный полив, лечуза минеральный грунт, но он темный. И когда его обмываешь, он становится более светлым такой. Это мы купили здесь уже в Швейцарии. Можете посмотреть наши видео, где мы его покупали, в каком магазине. Посчитали нужным. Ну вот я его так пока так посажу, а потом придется, наверное, вставлять штангу и подвязывать. Но сначала будем наблюдать, понравится ему ли жизнь в минеральном грунте или нет. То он меня уже... Ой, смотрела на него, смотрела. Сильно не прижимай, чтобы не сломать, потому что здесь это камни. И вот так он пойдет сюда воды, и он будет питаться водой. Вот такой у нас получается. Дальше пойдет в обыкновенный грунт. Я возьму немножко меньше горшочек. И обыкновенный грунт я уже начала мешать. Ну, не закончила. Работы очень много предстоит, конечно. И все, я потом по мере поступления я еще буду добавлять. В грунт я добавляю все, что есть. И также у меня сейчас здесь кокосовый субстрат, размягчает который. Ну, он держит тоже влагу. И я думаю, что, может быть, этому тут понравится. Посмотрим. Филодендрону. Правильно называть филодендрон или филодендрон. Ну, я называю то так, то так. В зависимости от настроения. Если я злюсь, значит филодендрон. Понятно. А если я не злюсь, значит просто филодендрон. Вот такое вот. Это я чуть-чуть притопчу его, потому что он действительно уже и вот пускает побеги. Ну, растет.
но корни плохо растут. Он пойдет в горшочек в такой. Буду наблюдать за корневой системой. Посадила его без гранулята, без вот такого гранула. И пусть он так посмотрим. Я его простой горшочек переставлю, потом красивый какой найду. И все. Я не обрабатывала от гнили, потому что там у меня находится специальный препарат в воде, который мешает гниению. То есть вот так. Дальше, что у нас сегодня на повестке? А на повестке у нас вот такие маленькие пересадки, которые я купила в нашем тоже. Ну, не зря ж ходить в садовые центры, надо что-то покупать. Вот я купила вот этот вот красула микс за 2,90. Она мне нравится, что она растет как-то необыкновенно. Вот. И также вот такой вот. Оказалось, что это цианотис сомалийский какой-то, раритет. Вот. Это как традисканция, похоже как традисканция, но в переводе с греческого это он цветет голубым, и поэтому его называют голубое ухо. Что оно вырастет, я не знаю. Вот это я хочу пересадить. У меня есть Здесь уши вырастут. стеклянная колба. Я это потом стеклянную колбу. Это я просто хочу вам показать. А эти мы пересадим в субстрат, который называется для суккулентов и кактусов. Вот. Отчиталась. Вот такой горшочек я возьму. И также возьму вот такую землю для суккулентов. Я не буду сильно его потрошить, потому что я не знаю, что у нее там за корни. Вот. Вот такой вот. Ну, я как вижу, у него торф. Он долго в нем не прожил бы. Особенно у меня. То забыла полить, то еще что-то. То уехали. Неизвестно куда. Вот, чтобы у него чуть-чуть влага сохранялась. Мы посадим его вот в такой вот. Он еще с маленьким ребенком. Вот он, маленький ребеночек. Уже взрослое растение получается, так ведь? Если рождает. Вот так, чуть-чуть с боков я притопчу его. Вот. Вот такой вот суккулентик у меня появился. Выживет, не выживет, ребят, не знаю, потому что первый раз. А где тут было такое? А нет, мы его потом поставим. Такой же глиняный. Я вот сюда его поставлю на вид. А это у меня в композицию пойдет. У меня есть стеклянная колба, мне был подарок. Я смотрю, там все, оно вытянулось. И это я купила специально, чтобы... Это я потом сделаю, потому что эту колбу надо мыть сейчас. А мне сейчас лень. Вот, сажаем цианотис. Посмотрим сначала, в какой он земле. С корнями все благополучно у него. Он в обыкновенной земле, может, я его тоже в обыкновенную посажу. Да, я его в обыкновенную посажу. Потому что, судя по всему, ему эта земля нравится, корни хорошие. Вот какие корни, смотрите. Это несколько отростков. Вот. Ну, я как понимаю, что традисканция любит пить. Может, мы ее посадим в лечузу? Как ты считаешь? Не знаю. Ну, корни ж покажи хоть. Вот корни какие. Ой, какие. Да вон большой, глянь, белый. Все это прошло обработку, ребят, потому что вы по моим видео увидите, что это действительно нуждается в обработке. Ну что, куда сажать, шеф? Говорите. В горшок. Ну, понятно, в горшок. Я бы его вот такой посадила. Небольшой. И в обыкновенную землю. С перлитом и со всеми радостями. Вот так. Ну и буду наблюдать. Если ему не понравится, будет сохнуть. Мы его быстренько перейдем на минеральный грунт.
Ну, раритет. Раритет это как типа редкое растение, но я не думаю, что оно редкое. Я поискала в гугле, ну это видно маркетинговый ход. Раритет пишут, думаю, сейчас придет, купит у меня этот задохлика. Вот. Будем наблюдать за ростом его корней. Это называется цианотис. Вот такое название у него. И в переводе означает голубое ухо. То ноги, то ухо. Вот. Ну, дальше, ребята, у меня вот такая ситуация. Я решила сама посадить сансеверия. И вот она проросла, а этот уже, ну, ушел в мир иной. И я вот хочу как-то вот это, наверное, отрезать и уже сажать в землю. Вот так. Посмотрите, корешки. Все уже он покрылся. И это молодой отросток. И тут же такой же страдалец, второй растет. И вот он пустил. Я не знаю, что с ним делать, но я его оставлю в этой же земле, и пусть он дальше. Это был эксперимент. Ну, я там по-разному сажала, и вот он только проявил себя. Этот мы пока уберем. Вот сюда он уже не нужен. Пусть он растет дальше, я его полью потом. И все растения, естественно, пойдут на полив. Вот в такой горшочек я его посажу, чуть-чуть дренажа и обыкновенную землю. Сансевери у меня растут в обыкновенной земле. На что я очень сильно люблю, ну не сильно, но я уважаю сансевери, что они не требуют много ухода. Ни досветки, ни сильного полива, ничего. Они настолько спокойны, ну, я не знаю, как по-другому одобрение этому цветку. И он и в тени растет, и все. Мне вот это, что я рассаживала, все принялись, уже пускают деток, кроме вот этих варигатных. Вот такая сансеверия у меня будет. Молодой ребеночек вырос. Также я купила акулий. Сансеверия, они не пишут название, купила ее за 9,80, вот такой. Я долго ходила, облизывалась, потому что, когда я в Испании купила, я купила 2 и больших акульи, плавник его еще называют. И вот я сейчас смотрю, ему все нравится, просто мне горшок не очень понравился. Заменить. Ты думаешь? Конечно. А он, кстати, без дырочки, он может пропасть, да? Конечно. Дренаж необходимо. Значит, тогда я его просто сажу в обыкновенную землю, как все сансеверии. Переменю. Вот, немножко гранулы. Тут у меня все. И керамзит, и такие специальные камни. И чего только нету тоже. Так, ну что, пойдем, дорогой, высаживайся. О, у него была вот этим закрыта дырочка. Для чего? Вопрос. Ну, чтобы не дырочка большая, чтобы не просыпалась. А что там не просыпалось? А если вода? Для сансеверии вода, это, если зальет, то это очень плохо. Ой, тут что только нету, тоже Не, вода все равно выливалась. сухой. И вот он, клубень. Угу. Надо же. Я первый раз пересаживаю вот так, как акулий хрящ. Я не буду сильно его. И вот клубень. 2 клубня. Представляешь? Вот клубень. Тут земля, тут торф. И тут клубень, ойкочек. Молодец, расти. Вот я его сегодня полью, пересажу и полью сразу. И оставлю вот эту его шапочку с корнями, оставлю дружить со мной. Пускай так. Значит, куда мы его сажаем опять? Вот сюда. А, вот же я его, правда. Вот молодец оператор у меня, правда? Внимательный. А я рассеянной улицы Бассейной.
Вот так, мой дорогой. И сегодня пойдешь на полив. Он такой твердый. Конечно, я не понимаю, за что его можно любить, но мне он очень нравится. Ну, у каждого по-разному, ребят. Кто-то орхидеи любит, кто-то вот такую вот загогулинку или закорючку из дерева и наслаждается этим. Ну, как есть и художники, экспрессионисты. Вот мы ходили на Сальвадора Дали музей. И что там? Японцы там без сознания падали. А мы такие спокойные. И в Лувре были мы в Париже. Тоже. Там все возле этой Моны Лизы, которую облили супом. Феминистки или кто там. Ну, короче, больные на голову люди. Вот. Они там прям, вот не подойдешь к ней. Настолько, может быть, мы что-то не понимаем, а вот Сальвадор Дали, там целая делегация японцев была. Это что-то было. Вот это у меня купила тоже ее березочка, фикус. Пойдет тоже в обыкновенную землю. А нет, в лечузу пойдет, извиняюсь. Пойдет в лечузу. Потому что пока она вырастет чуть-чуть, потом я ее буду, естественно, пересаживать. А пока ей нужна, ну, влажность, уход. Поэтому я ее посажу вот в такую... Нет, это большой будет. Вот в такую вот лечузу. Горшочек. Нет, даже вот в такой. И поставлю его в стакан. Вот. Дырки все равно для этих не пройдет. Для фитилей. А я его просто поставлю в стаканчик и в стакан буду доливать воды. Вот так. Вот такой вот фикусик у меня получается. Потом. Все-таки я давно на этот смотрела. За 3,90 купила. А почему я смотрела? Потому что он вырастает до неверных размеров. И я хочу увидеть, что он крупные листья вырастает. И я хочу увидеть, вот, как он вырастает. Ну, он как в камне. Как этот камень раскрошить? Наверное, просто сделаю перевалку и все. А он за сколько лет вырастет? Лет за 40 вырастет? Да тоже. Как мы проверим? Ну, как-нибудь. А что делать? Как-нибудь проверим. Надо Ой, ждать. нет, не эту землю. Вот эту землю для кактусов. Сначала, чтобы дырки не высыпались. Вот. Обставилась горшками, тазами. Ну, то, чтобы лишний раз не бегать. Я его не стала, ребят, раскрошить, потому что он... Нет. Вот сейчас керамзита насыпала в этот. И уже кругом насыпала землю. Ну ничего, сейчас уберем. Продолжим, да? Ну вот ровненько сейчас поставим его. И пускай посередке, чтобы был. Засыпем. И польем очень хорошо его, а потом... Он видно, что подсыхает, аж вот эти вот углы загинаются его. Вот так. По бокам немножко воткнем туда землю поплотнее. Вот так, чтобы было место для полива. Чуть-чуть утрамбуем. Вот. Ну, посмотрите, какое у нас замечательное растение. Ну, дальше у нас вот такой вот платицериум. Я все думала, как его пересадить, как. Но его надо, ребят, пересадить. Он так быстро пересыхает, и вот он уже пустил у меня
листочек. И я буду пробовать его пересаживать. Вопрос, в какую землю? Ну, посажу в обыкновенную. Сейчас посмотрю, в какой он земле находится. Я его купила за 2,49. То есть недорого. Он в обыкновенной земле. Торф, кокос. Вот. Значит, я его не буду тормошить. Пусть он... О, тут аж вода бежит. Это я поливала. Поливальщица. Дальше. Вот сюда он пойдет, да? Или вот сразу его посадить в большой стакан? Нет. Да? Да. Ты думаешь? Так, во всем надо слушаться мужа. Так, здесь торф есть у меня, поэтому я без опаски. И посмотрю, если ему плохо будет, ну, буду опять пересаживать. Ну, что делать? Вот так. Пересаживаем. Держу его, по бокам засыплю. Может, меньше будет пересыхать. И как пойдет расти. Ты знаешь, он огромных размеров будет. Тоже лет 40 ждать. Нет, Нет, меньше. лет 5. Я шучу. Он может быть расти быстрее, ну, как и все растения. Удобрение надо хорошее, полив. Вот это вот не надо ломать. Его вообще сажают на дерево. И он растет на дереве. Вот. Не буду я сильно утрамбовывать. Дальше. Идет наша пересадка. На улице снег лежит. Зима. Крестьянин торжествует. Елочку нарядили. Все сделали, все успели. Вчера у нас такой хороший день был, вечер. Мы провели его в гостях у дочери, потому что Рождество – это семейный праздник. Вот. Ну, нас пригласили, мы-то не католики, ну, пригласили нас дети. То, что у нас зять католик. Вот. Вчера был такой прекрасный ужин. Раклеты делали. Все было очень вкусно. И этот в торфяном мешке. Ну, Вот он. да. Видишь? А потом, почему пропал? Да, потому что он пропал. Это рипсалис, ребят. Я его купила, потому что он было написано, что это рипсалис криспата, коллекционный. Но что-то у него такой запах не коллекционный. Запах гниения, может быть, или еще что-то. Хорошо, что я его растормошила. Вот такие дела. На улице тишина, люди все отдыхают, потому что у многих начался отпуск. Некоторые поехали на лыжах отдыхать, некоторые поехали в Италию, где потеплее. Ну, а мы тут остались, потому что поездить... Пересадку надо делать, Валя. Да. Отдыхать некогда. Поэтому находим сами себе работу. Ну, любое хобби требует время, денег и все остальное. Вслед за этим выйдет еще одно видео, где мы ездили в Берн с мужем, в консульство, и назад мы ехали, увидели этот центр, заехали и сняли для вас также видео. Поэтому подписывайтесь. Мы попробовали канал Дзен, у нас пока ничего не получается, мы остаемся пока на YouTube. Я не знаю, там какой-то VPN в России есть или в других странах, так что пока у нас ничего не получается. Может, после праздников будет какой-то выход, ну не знаю, я не знаю.
Конечно, без Ютуба это очень плохо, потому что вот многие сейчас пойдут на каникулы, в отпуск, и сидеть просто... Может быть, кого-то я вот так сподвигну на пересадки, на занятия цветами. Все равно это очень благородное дело, благодарное. Уж мой муж насколько был против цветов, и то он сейчас даже уже все названия помнит. Оператор наш. Оператор помалкивает. Ой, ну, а что ему говорить? Меня большинство женщин смотрит. Да. Смотрела статистику, у нас просмотры, даже уже есть 18-летние смотрят. Ну, это хорошо. Это же хороший пример. Мужчин 10% примерно. Да? Ну, я за мужчин не смотрела, я смотрела возраст, и нас смотрят достаточно пожилые уже люди. Вот и вам хобби. Занимайтесь. Что вот? Никак я вот там в середине не вычищу. Уже ж... Вот он, видишь? Посмотри. Ну, постарайся. Может, порезать его? А как? Я уж корни порежу. Вот. По чуть-чуть выдергиваю. Ну все, не буду дальше. Там уже основное, что осталось. Значит, вопрос, куда и с чем его сажать. Вот посажу его с торфом. Вот это я. И буду наблюдать опять же. Если им уже насыпала керамзит здесь полно. Если будут какие-то отклонения, естественно, мы будем наблюдать. Вот. Моя зеленая комната пополняется очень быстро. Скоро буду раздавать растения. Ну, весной я буду высылать по запросам, ну, продавать. То есть не так, чтобы прям дарить, потому что я это ж покупаю. И которые остаются, остатки я от пересадок, я буду продавать. Наценку сделаешь? Да прям, что ее наценку? Я посмотрела, вот на этом сайте я продаю намного дешевле, чем все остальные. И я продаю уже взрослые растения, не отростки. Сколько раз. Приезжали домой, забирали огромные растения, и фикусы, и вот. Ну вот, осталось у меня еще 4 растения, и особенно вот это мне не нравится. Ну, она вот боковую пустила, тут боковая пустилась, тут боковые. Это бегония, называется люцерн бегония. Люцерн, а что на кого? И вот это одна единственная, что осталось у меня в живых. После моей, так сказать, старательности. Я была очень старательна, когда поливала удобрениями. Вот сейчас посмотрим, что ей не нравится. Вон уже листья падают. Не буду я ее укоренять, ничего. Я вот это сейчас посмотрю, если эти боковые отойдут, то пусть она в бок идет. Но она чисто в торфе находится. Так, стакана нету, поэтому пересадка будет в обыкновенную тоже землю. И ничего, никаких выдумок. Корни у нее очень тонкие, поэтому вот такие вот корни. Видите, земля прям чернющая, чернющая. Ну, это, наверное, как вот такая легкая. Вот. Сейчас мы ее посадим. Из Краснодарского края, наверное. Земля. Наверное. Там же черноземы какие. Вот, я ее тоже, тут и торф, и все, и просто пересажу, чтобы она чувствовала, что о ней заботятся. Поливать буду, смотреть буду, потому что такая гиблое дело бегонии, я не знаю, это надо сильную влагу им, может быть, даже шкафы какие-то стеклянные, не знаю. Посмотрим, что она из себя покажет. Вот,
бегошку утрамбовала. Сейчас эти надо маленькие стаканчики убрать сюда, в мусор. Так, далее. Я приобрела себе еще вот такое вот растение. Это будет в следующем видео, которое будет за этим. Это драцена. Вот такая необыкновенная драцена. Я купила, она из Нидерландов. А за сколько ж я ее купила, не помнишь? Ну, в общем, оба не помню. Вот. Почему я ее хочу пересадить? Потому что она в торфе. И я хочу ее в простую землю и посмотреть. Вот он, Что-то стакан. у тебя было 9, а что-то 19, не помню. Вот это 19, по-моему. Вот стаканчик. Вот убирай. Представляешь? М. А нет, даже не стаканчик, а как пластилин. Вот. Что это такое? Как в этом видео. Если бы я знала, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Сейчас будем чистить, а что делать? Не оставлять же так. Вот. Ну, корневая очень хорошая. Но я драцены покупаю, потому что они, ну, как бы не сильно противные. С ними тоже, конечно, можно, замучить их, но не могу понять. Хоть и зрение сейчас 100%. Ай. Да, ребят, после операции зрение у меня намного улучшилось. Я теперь не ношу очки. Операция была произведена самым, так сказать, лучшим хирургом, как меня убедил лечащий врач. Вот. Прошло все успешно. Лучший хирург в округе. Да, в округе. Его хвалят многие там. Вот это вот сломанное. Может, ее сразу отрезать, это и все. И воду поставить. Навряд ли он будет в воде размножать. Вот так и посажу. И он чуть-чуть подрастет, и мы будем, ну, как бы радоваться с ним. И вот сломанный. Это мы перевозили, видишь, он сломанный. Все, пока место. Также посажу его в прозрачный или же вот. Не будем мы долго думать, а посадим его в лечузу. Вот так. Лечузку. Так. И пусть он... Ну, я видела драцены, многие стоят даже в воде. Но я не думаю, что... Вот так. Потом я обмываю этот грунт. Вот этот стаканчик снимаю, обмываю грунт, наливаю чистую воду, и он через фитиль питается. Вот такое вот растение у нас. Ну, правда, чуть-чуть кривовато, но ничего. Ну, вот драцена у нас. Это новая какая-то. Я таких еще не видела красоток. Следующее у нас. Это я оставлю на последнее. Хотела сегодня свечку зажечь. Ну, обойдемся пока без свечки. Потому что 3 свечи... Ой, горит уже жарко. Ну, любим мы свечи, любим. Что поделаешь, правда? Еще бы камин, и было бы все очень хорошо. Вот купила я такую хою, называется, название отлетело. А как же я ее говорила? Ну, посмотрите следующее видео и убедитесь, как оно называется. Но у нее вот необыкновенные вот такие листья, как вот выдавленные. Как будто продавливали их. И он чуть-чуть, было 2 хои, и она была погрызанная. Совсем это вроде более-менее погрызано. Но я уже держусь за торфяной стаканчик. Даже не торфяной, а какой-то кусок дерева. Посмотрите. Интересно. Вот что только не сажает. И она у меня тоже пойдет на фитиль. У меня все хои хорошо на фитиле в минеральном грунте. Вот она. Как в дерево, что ли, посажен.
Интересно, вот в этих садовых центрах они же знают, во что их сажают. Взяли, попересадили, правда ж? А мы б не мучились, купили готовые. Ну им надо, чтобы быстрее растение погибало, чтобы опять приехало. и Да, покупало. да, да, наверное, так. Я же раньше не знала, у меня растение куплено, раз и померло. У меня уже такое там кладбище насобиралось. Ну, вот такая древесина. Что оно такое тут? Очистила я вот так корни. И сейчас я посажу ее просто в лечозу. Чуть-чуть от земли еще трушу и посажу в лечозу. Не буду я его разъединять, потому что он прям как срослись корни. И он такой кустик маленький, небольшой. Все это пройдет, ну вот этот особенно пройдет сильную обработку, очень сильную. Потому что, может, у него эти там пассажиры. Вот, поливать я буду уже за кадрами. Не буду вас мучить. Вот такая хоя у меня новая. Скоро я вам покажу весь набор своих хой. Но у меня небольшой, потому что если бы я жила в России, я там вижу, что много можно выписать и вырастить самим хои. И разные. А у нас тут как пойдешь, и одно и то же. Так, сейчас я вот это вот. Я почему хочу пересадить эту алаказию? Потому что она уже взрослое растение считается, это раз. И она пьет воду, прям сильно очень пьет воду. И я забываю, даже посмотрю, уже листья там лежат. О, видишь, что творится. Ну и начинаю поливать. Она ж уже и присушивается, и поливается одновременно. То есть, и у нее уже много клубней, я вижу. То есть... Надо горшок большой. Ну, а вот этот пересажу ее. Сейчас я землю счищу. И все. Да. А что надо еще? Ну, глянь, корней сколько. Ты думаешь, что еще большой надо ее? Да. Ну, мне, я же хочу на гидрополив ее. Не знаю. У меня больше там и нету. Он туда еле влезет под это. Да если мы его сейчас почистим, он влезет. Хотя да, ты прав. Вот всегда убеждаюсь, что мужа надо слушать. Сейчас принесу. Ну, Валь. вот такой примерно. Ты думаешь, вот такой прям? А в него нельзя сажать? М-м. Там разная земля и уже может быть зараженная. Ладно, пойду я найду тебя. Давай. Вот выбрали мы горшок с мужем. Я тут клубни собираю потихоньку. Уже чуть-чуть распотрошила. Вот он клубни. 4. Не знаю, вырастут или нет. Но у меня еще и пока, наверное, 1 или 2 клубня проросло за все время. Нет, это не клубни. Они оттуда с середины падают. Вот это не клубни, нет. А это новые, это уже с деток выросли. Но я не буду разделять. Сейчас зима, не хочу. Уже весной, когда будет тепло, и у нас же растения не будет так болезненно. Вот еще клубни, видишь? Может, их отломала. О, клубни. Уже сколько? 5 штук. И вот еще один. 6. Видно, что просохшие. Ну, работаю, стараюсь, пыхтю. Тут же вот еще клубенек нашла. Надо же тут все проверить, чтобы клубни не остались. Я видела от алаказии крупные, слоновые уши.
Где-то в какой стране, по-моему, в Таиланде или в Вьетнаме огромные. Вот такие растут листья. Их выкапывают, и там как картошка. Они ее варят, собачкам дают. Ну, в общем, А сами едят? да, она как картошка. Как? Я лучше картошки, а не то, что как картошка. Ну, видишь, картошка как. Сейчас мы вот это вот. И он еще вот тут точки роста у него. Значит, вот так сейчас закопаем, и все. И забудем про него, да, надолго. Надо его так, чтобы аккуратно, чтобы вот это молодой не сломать. Ну вот это растение, если кто-то хочет покупать вот такую алаказию, она такая как помятая, то я вам скажу одну вещь, что она, только поливай ее и все. Она настолько безвредная. Вот все. Ой, сюда высыпала. Ой, высыпала керамзит. Мелкий через дырку прошел. Я бы не хотела керамзит в этой земле иметь. Почему-то. Вон он весь высыпался. И продолжает сыпаться. Ох, я тут натворила дел, да? Кто будет сегодня убирать? Кто сегодня дежурный? Так, а где же моя ложка? Потому что надо же теперь засыпать растения. Вот так. Сейчас мы ему подготовим. Глянь, керамзита много насыпала. Тазика прям высыпать, кто попал. Нет, сейчас я же буду сажать и засыпать потом. Надо ж корни теперь вот так прокручиваешь и умещаешь. Жалко, зрители не увидят как. Ну, можно представить. Ой, ой, ой. Сколько ж у меня мусора бывает. Вот, помощник у меня. Я сверху, наверное, засыплю лечузой, знаешь, чтобы... Да вот земля, вот это для кактуса. Для кактуса? Не хочу я ей. Я лечузой засыплю. Она сохраняет влажность и... Ой. И будет держать растения тяжелые. Чуть выше надо его. Не, все нормально. Мы просто утяжелим верхний груд. Мне же тоже поливать надо. И когда земля находится вот так. Угу. Вот отлично, все. Я не буду до конца. Горшок сильно большой. На этом моем трудном участке пути мы заканчиваем нашу съемку. Поздравляем еще всех с наступающим Новым годом. Желаем всем мирного неба, крепкого здоровья, веселых праздников и не болеть, самое главное, и чтобы никогда слезы не капали ни матерей, ни сыновей, ни дочерей и отцов. Все.